Пекине утром 11 сентября 2025 года весь мир азиатских дорам содрогнулся от страшной новости. Актер Юй Мэнлун погиб при загадочных обстоятельствах. Обстоятельства его смерти пока что не ясны. СМИ и фанаты строят разные версии. Это могло быть трагическим несчастным случаем, самоубийством или даже преступлением. В центре этого шторма молодой человек, всего 37 лет, чья жизнь казалась яркой и полной творческих взлетов, но кончилась слишком рано. Новость о смерти Юй Мэнлуна разлетелась по азиатским соцсетям и СМИ за считанные часы. Первые сообщения говорили о том, что актер выпал из окна или с балкона в жилом комплексе Пекина ранним утром. Для фанатов это стало шоком, ведь накануне он не демонстрировал признаков отчаяния, наоборот, строил планы на будущие проекты. Сразу же возникли противоречивые версии. Одни источники уверяли, что это было несчастным случаем, якобы он мог поскользнуться, находясь на высоте, или потерять равновесие в состоянии усталости после вечеринки. Другая версия, более мрачная – самоубийство. В индустрии развлечений часто обсуждается огромное давление, с которым сталкиваются актеры, ожидания фанатов, постоянные съемки, отсутствие личного пространства. Кто-то решил, что именно это могло подтолкнуть Юй Мэнлуна к роковому шагу. Однако звучали и еще более тревожные догадки, подозрения на убийство. В соцсетях начали строить теории, что актер мог стать жертвой чужих интриг или зависти. Но никаких подтверждений этим словам так и не нашли. Таким образом, в первые часы после трагедии мир колебался между тремя объяснениями: несчастный случай, самоубийство или криминальная версия. Эта неопределенность сделала историю еще более загадочной и болезненной для его поклонников. После первых слухов, которые множились в соцсетях, слово взяли официальные источники. Студия актера выступила с коротким, но эмоциональным заявлением. В нем подтвердили самое страшное: Юй Мэнлун погиб утром 11 сентября 2025 года, причиной стало падение с высоты. Полиция Пекина также быстро отреагировала на информационный хаос. В официальном отчете было сказано, что криминальной составляющей не выявлено. Другими словами, версия убийства исключена, и следствие не обнаружило признаков насильственного вмешательства. Тем не менее, в документе не прозвучало прямого подтверждения самоубийства. Правоохранители осторожно сформулировали: расследование указывает на падение как на трагический инцидент, но окончательный вывод о мотивах отсутствует. Близкие и коллеги Юй Мэнлуна попросили общественность уважать его память и воздержаться от спекуляций. Однако именно туманность официальных формулировок породила еще больше домыслов. Фанаты не понимали, как молодой, успешный артист мог уйти так внезапно. Таким образом, к концу дня в обществе сложился парадокс. С одной стороны, есть четкий факт смерти от падения, подтвержденный полицией и студией. С другой, причина этого падения остается тайной, которая разрывает сердце тысяч поклонников и дает почву для бесконечных дискуссий. Юй Мэнлун родился 15 июня 1988 года в китайском городе Урумчи, провинция Синьцзян. Его путь в искусство не был прямым и легким. С детства он любил музыку и кино, мечтал о сцене, но долгое время оставался лишь мечтателем среди миллионов юных китайцев, которые тоже грезили славой. Первые шаги он сделал в 2007 году, когда принял участие в телевизионном шоу талантов. Тогда Юй проявил себя не только как харизматичный артист, но и как человек, умеющий трогать сердце зрителей. Это участие дало ему первые знакомства в индустрии, хотя настоящего успеха тогда еще не было. Со временем он переехал в Пекин и поступил в университет, где начал учиться актерскому мастерству. Музыка все равно оставалась рядом с ним. Он писал песни, выступал, пробовал себя в разных жанрах. Но именно актерская стезя стала его судьбой. Поворотным моментом стала роль в веб-дораме «Go Princess Go», которая в свое время наделала много шума в интернете. После этого имя Юй Мэнлуна стало узнаваемым, и зрители начали ассоциировать его с яркими романтическими образами. Позже последовала одна из самых громких работ
фэнтези-дорама «Eternal Love», которая принесла ему международную популярность. Зрители полюбили его за мягкую улыбку, искренность в кадре и удивительную способность проживать чувства персонажа так, будто это его собственная жизнь. Многие называли его не просто актером, а человеком, умеющим через экран дарить надежду и трогать души. Помимо актерства, он снимался в музыкальных клипах, исполнял саундтреки и работал как певец. Это делало его универсальным артистом, который мог одновременно быть и кумиром фанатов Дорам, и исполнителем, которого слушали в наушниках. Именно в эти годы карьера Юй Мэн Луна находилась на подъеме. Ему было всего 37 лет, возраст, когда многие актеры только входят в свою зрелость и расцвет. Поэтому его уход кажется еще более трагическим. Жизнь и карьера словно оборвались на середине, когда впереди было столько ролей, песен и историй, которые он мог подарить миру. За блеском экранов и овациями зрителей часто скрываются истории, о которых публика узнает лишь после трагедий. В жизни Юй Мэн Луна тоже были моменты, о которых он редко говорил открыто, но они словно тенью сопровождали его путь. Китайская индустрия развлечений известна своим жестким ритмом. Постоянные съемки, давящие контракты, ожидание миллионов поклонников – все это превращает жизнь актера в непрерывную гонку. Юй, обладая нежной и тонкой душой, был особенно уязвим к такому давлению. Коллеги рассказывали, что он иногда выглядел усталым, но всегда пытался скрыть свое состояние за улыбкой. Фанаты замечали, что в некоторые периоды артист резко исчезал с экранов и социальных сетей. Это подогревало слухи о том, что он мог переживать депрессивные эпизоды или тяжелые личные кризисы. Никто не знал, что именно происходило в его душе, но его редкие признания в интервью звучали словно подсказки. Он говорил о том, как сложно сохранять внутренний баланс, когда каждый шаг обсуждают миллионы. Кроме того, личная жизнь Юй Мэн Луна оставалась закрытой. Он никогда не афишировал отношений, что в свою очередь рождало домыслы. Были ли у него близкие, кто поддерживал его в самые трудные моменты, этот вопрос остается без ответа. Слухи о самоубийстве, которые появились после его гибели, во многом опираются именно на эти темные стороны его жизни – постоянное давление, усталость, одиночество. Но истина до конца так и неизвестна. Возможно, это была трагическая случайность, возможно, отчаянный шаг. В любом случае, за красивым образом принца экранов скрывался человек, который тоже страдал, искал поддержку и жил в мире, где иногда слишком тяжело оставаться самим собой. Хотя жизнь Юй Мэн Луна оборвалась слишком рано, он успел оставить заметный след в азиатской индустрии кино и музыки. Его роли до сих пор живут в сердцах зрителей, а его улыбка и харизма стали символом целого поколения фанатов Дорам. Он вошел в историю китайских веб-сериалов благодаря «Go Princess Go», которая стала прорывом в интернете и подарила ему первую армию поклонников. Позже роль в фэнтези-дораме «Eternal Love», которая принесла ему настоящую славу не только в Китае, но и за его пределами. Эти проекты сделали его частью золотого фонда современных азиатских сериалов. Помимо актерских работ, Юй проявил себя и как музыкант. Он записывал песни, снимал клипы, участвовал в создании саундтреков. Его голос можно услышать в романтических композициях, которые до сих пор звучат в плейлистах поклонников. Он умел быть разным, то светлым и наивным героем, то глубоким и драматичным персонажем. Сегодня фанаты пересматривают его работы, делятся воспоминаниями и пишут посты в память об актере. Для многих он стал не просто экранным образом, а человеком, который помог пережить трудные времена своими ролями и музыкой. Наследие Юй Мэн Луна – это не только фильмы и песни. Это еще и урок для тех, кто живет в мире, полном давления и ожиданий. Его история напоминает, что за каждым ярким образом стоит живой человек со своими слабостями и борьбой. И пусть его жизнь оборвалась внезапно, на экране он останется вечным, красивым, искренним и таким близким зрителям. Его имя будет звучать еще долго, а его работы вдохновлять новые поколения.
Смерть Юй Мэн Луна стала ударом для поклонников, ведь он ушел в 37 лет на пике карьеры. Загадочные обстоятельства оставили много вопросов: несчастный случай, отчаяние или нечто другое. Но одно ясно: его жизнь оборвалась слишком рано, а память о нем будет жить в его ролях и песнях. Для зрителей он останется героем-дором, актером с искренней улыбкой и тонкой душой, чье творчество переживет время.